Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы посмотрим с вами детей двухтысячников. 2000 год. Да, интересные достаточно дети. То есть здесь просыпается у нас энергия подсознания. То есть они совершенно другие. То есть, да, 90-е они были интересные, но там сознание работало неплохо, а здесь подсознание глубокое. То есть у нас рождаются доноры, гипердоноры, те, которые могут давать энергию. Особенно если это маленькие детки, да, если в семье там вампиры являются, то им достаточно сложно, потому что они все время будут отдавать. Еще, то есть я когда сравниваю, есть у них такой момент, не очень приятный, возможно, для родителей, они не видят путь к своей цели. То есть они видят цель, но не видят путь сам. Поэтому их нужно тоже все время направлять. То есть как раз вот люди, рожденные в 80-х годах, то есть они, вот их задача, люди, рожденные в 70-х годах, их задача, если у них такие детки появились в семье, как раз направлять. Итак, мои хорошие, смотрим 2000-й. Сам год. О том, что говорится, что там нули это плохо, нет. Не слушайте никого, пожалуйста. То есть здесь вообще ничего такого общего нет. Они родились на границе, то есть на границе очень интересные, то есть таких двух миров. Итак, смотрим. Так, люди, в принципе, которые могут, такие сорвиголова, я бы еще так называла их, да, то есть которые могут там растоптать, двигаться вперед, рваться вперед все время. Но здесь их надо время от времени еще и тормозить, потому что они могут уходить совершенно в другую сторону, то есть не ту, которую нужно. То есть, опять же, там достаточно много так с двойками связано, поэтому очень интересно. Кстати, вот это вот поколение, оно вот начинает вот этих вот так называемых двоечников, да, то есть энергию подсознания, она рождает сейчас. То есть вот это с 2000-х годов начинается и дальше идет. Смотрим руны. Так. Смотрите, то есть их вот как раз они должны всегда начинать новое начало, то есть их нельзя останавливать. У них должны быть кризисы, то есть они могут куда-то уходить, падать вниз, но они будут обязательно подниматься. То есть у них всегда есть подъем. И, кстати, эти люди очень зависимы от семьи. То есть вот именно от теплоты, поэтому в семье должно быть присутствовать такое, ну, нужная атмосфера, я бы сказала. То есть им нужно всегда тепло, им нужно вот понимать, что им верны. То есть обязательно, то есть здесь верность играет огромнейшую роль именно у них. Иначе они опять же будут падать вниз. Следующий год, 2001. Так, 2001. У нас уже вот как раз он обновление приносит. То есть это люди, которые приносят в жизнь обновление. Для всех окружающих, то есть для себя приносят обновление. Для них иногда это мучительно, потому что это может быть очень и очень часто. То есть вот, постоянно какое-то новое начинание. Так, руны. Да, это у нас люди, которые уже выстраивают свои желания. Они знают уже, чего хотят. Я опять же повторюсь, но у них проблема может быть с дорогой так называемой, понимаете? То есть вот в этом проблема. То есть, но это люди, которые соединяют. То есть они умеют соединять. Там, если семья разрушается, то есть они в игру входят, вступают, да, то есть они умеют как раз вот это соединять. И еще это люди, которые... они могут блокировать какие-то вещи. То есть, ну, я их называю чистильщиками. То есть, негативные энергии они умеют блокировать. Поэтому, опять же, наблюдайте за своими детками, смотрите, насколько они интересны. Эти года очень интересные тоже, поэтому у них очень глубокий внутренний мир. Так, 2002. Да. 2002, то есть полноценность. То есть полноценность какая? То есть вот как раз они, 2002, я уже сказала, доноры. А доноры это всегда эзотерики от рождения, то есть природы вот этого. То есть у них сбор информации очень огромный внутри. Надо помочь им эту информацию также вывести наружу. Понимаете, то есть никогда не говорите ему там, если он что-то видит, то говорить там, что нет, тебе это кажется, это фантазия. То есть это люди могут жить в мире фантазии, могут жить в мире идей определенных. То есть они такие для меня единороги, я бы еще назвала, то есть сказочные существа. То есть, и да, они энергию вот этого вот высшего сознания, они приносят в мир. То есть здесь тоже такая, они ее смягчают, через себя они ее смягчают. Руны, 2002. Да, люди Солнца и люди у нас высшего сознания, опять же повторюсь, да, ну, божественные люди, вот так я еще бы назвала, красиво звучит, конечно. То есть они могут приносить и счастье, и могут и разрушение приносить. То есть, но всегда по-крупному это несут, понимаете, в этот мир. То есть им, да, нужно всегда
реализовываться, научиться реализовываться. Дайте им возможность, этим детям, то есть этим людям, дайте возможность развиваться. То есть если они хотят открыть какое-то свое дело, пожалуйста, помогите им. То есть я обращаюсь к тем, кто сейчас, потому что это у нас молодые люди еще, да, обращаюсь к тем, кто вот рядом находится. Еще, смотрите, вот эти вот года, 2002 сейчас, да, идет у нас, ну, мы смотрим, 2002. Смотрите, это тоже поколение, вот именно двухтысячников, поколение, которое очень необычных детей тоже в этот мир приведет. То есть у них своя энергия подсознания, а дети придут еще более развитыми. Понимаете, возможно, телепаты, вот все что угодно. То есть сейчас мы еще этому учимся, а там уже будут приходить дети, которые это имеют. Так, 2003. 2003. Они очень часто разрываются. Потому что они могут много дел одновременно пытаться сделать, то есть, но не всегда вот сконцентрированы могут быть. Тоже люди знаний определенных, то есть тоже опять внутренний мир, повторюсь, у них очень развитый внутренний мир. Вот, то есть эти люди могут пахарями быть, то есть они могут пахать, двигаться вперед, рваться, да, но не дай бог, если вы встанете где-то поперек их дороги. То есть растопчут руны. Так, у них очень много сконцентрировано на работе, но это в основном работа головой. То есть это вот как раз этим деткам надо вот все время обучаться тоже, чтобы вот быть там начальниками, да, вот такое вот. То есть у них поколение, знание поколения идет, то есть это люди в основном, которые у нас из целительского рода вышли, понимаете, то есть у них вот это есть. Им нужно это в мир точно так же принести. Еще, то есть на что обратить у них внимание, то есть они очень часто уходят в не очень хорошие вещи, я бы сказала, то есть в какой-то негативной энергии они могут уходить, потому что не всегда понимают разницу. Вот здесь надо вот им обучаться этому. То есть вот именно где плохо, а где хорошо, то здесь нужно обучаться. Так, 2004 год. Ой, они все какие у меня прям. Так, 2004 год. Знания, сила, движение, то есть энергии хватает, то есть энергия будет реализовываться в разные стороны, то есть здесь у нас и физический труд, например, да, и у нас эзотерическое что-то, то есть вот во все это, то есть и хорошо очень слышат, то есть они чаще всего бывают любимчиками судьбы. Так. Так, что у них тут? То есть у них, вот опять же повторюсь, да, у них такое судьбоносное. Они пришли не просто так, то есть они это кармические дети. Поэтому если в вашей семье есть такой ребенок, это говорит о том, что надо ему отрабатывать карму. То есть отрабатывать карму рода, непростую, то есть и свою еще к тому же. То есть вот там такой набор довольно серьезный, то есть все в кучу, как говорится. Вот. И эти дети точно так же, вот здесь идет, что они очень связаны с оккультными науками. Через это они могут и зарабатывать хорошо, то есть здесь вообще проблем никаких нету. И они еще, я бы сказала так, они довольно плодоносные. То есть не то, что там рождают детей, да, это одно, а плодоносные то, что их идеи, которые они могут в мир принести, это могут быть грандиозными идеями. То есть это что-то может, открытия новые быть, научные какие-то. То есть вот такое здесь происходит. Так, 2005 год. 2005 уже идет больше у нас на такое, на, я бы сказала, фантазию, красоту, то есть мягкость какую-то. Вот, из них отличные повара получаются, то есть дизайнеры из них отличные, достаточно талантливые люди, мягкие, то есть внутри они мягкие, они могут снаружи быть очень жесткими, да, показывать себя. Но это как бы вот идет такое самозащита, вот именно как самозащита. То есть интересные тем, что у них необычное, опять же, повторюсь, чувство вкуса очень необычное. И вот, ну, я иногда так вот сравниваю, я говорю, знаете, это те люди, которые могут там хлеб поджарить, да, он будет вкуснее, чем если ты это сделаешь. То есть у них вот такое чувство вкуса интересное. Руны. Так, эти люди, да, вот это люди первого класса, как я называю, да, то есть высшего класса, VIP. Вот так вот. То есть это люди должны, которые свои, опять же, реализовывать свои какие-то верзионы, то есть какие-то вот задумки свои реализовывать, и не просто, а брать сразу высокую планку. И еще эти люди пришли для того, чтобы гармонировать, то есть гармонизировать мир вокруг, то есть где-то, возможно, начинать что-то новое. То есть и если ваш вот ребенок 2005 года сказал, что там папа, мама, у тебя там дело не получается, давай изменим направление, послушайте его, пожалуйста, потому что он знает, что он говорит. Так, 2006 год. Так, 2006, то есть это тоже уже идет у нас обновление, уже в 2006 опять приходит еще одна волна новой энергии.
То есть это та энергия, которая заставляет работать. То есть всех окружающих. Они могут быть ленивыми абсолютно. Но они заставляют окружающих, даже то, что они находятся где-то в помещении рядом с вами, пахать. Понимаете? То есть это энергия, которая вот такая интересная, мягко подавляет. Вот. Это тоже 2006. Вообще, я говорю, 2000-ники вообще. Да, они не просто так тоже пришли в этот мир. То есть они пришли с силой. Они пришли, чтобы принести новую силу для реализации. И, возможно, не самореализации, опять повторюсь, а для реализации тех, кто у них там находится рядом с ними. Они дают эту энергию. Что им противопоказано, это резкие изменения. То есть вот им надо всегда обдумывать свои шаги. То есть им нельзя прям вот с головой там в омут, как говорится. Им нельзя ни в коем случае. И они очень часто игроки. То есть они могут... Вот знаете, как в жизни бывает, ты в шахматы играешь, да? Вот так вот я бы еще сказала. То есть они могут продумывать очень хорошие ходы. То есть ты даже не поймешь, где ты там уже что-то в игре в этой находишься по полной программе. Так, 2007 год. Смотрим вас. 2007, то есть они себя немножко тормозят, но это они вот как раз должны научиться, здесь вот это вот как раз обучение больше карта, научиться выходить из тени. Они люди-талисманы 2007, то есть они люди, которые имеют потенциал очень интересный, это люди духовные тоже развитые, то есть у них это есть, но они почему-то скрывают это, то есть они как бы прячут все это. Руны. Так, эти люди пришли именно дать миру надежду, так называемую. То есть вот за этими людьми, по всей вероятности, потому что сейчас они, конечно, уже в таком, они молодые еще совсем, но все-таки. То есть за этими людьми будет стоять будущее. То есть вот сейчас они еще не раскрылись полноценно. Когда их энергия полностью раскроется, то есть они как бы поведут мир дальше. То есть, так что не совсем мы еще потеряны. Вот это самое главное. И еще вокруг этих, вот их надо оберегать, знаете, в каком смысле? Потому что вокруг них все время бывают люди, которые завидуют. Вот, и вот через эту зависть, то есть они не понимают вот этой зависти как таковой. В том-то и дело, что 2007 они немножко, у них другие уже взгляды на жизнь. То есть и как раз надо, более старшее поколение должно их оберегать от этой зависти. Так, 2008. Рост той энергии, которая пришла в 2007 году. То есть это как раз двигатели. То есть вот эту энергию, которая будет пробиваться. Я говорю, мы не потеряны для этого мира, походу. То есть они развивают, они новую волну тоже, они уже более ее усиливают. Они такой мотор будут, который будет двигать, понимаете, у них есть стержень. Вот это. Поэтому не кричите лишний раз, если ваши дети упрямые. Так, и руны. Да. Люди пришли для того, чтобы гармонично собрать урожай. То есть отсеять кого-то ненужного. То есть даже если мы ту же семью берем, да, там какие-то друзья влазят или что-то еще. То есть идти только своим путем обязательно. Нести только именно свет в этот мир. То есть они прям должны научиться этому полноценно. То есть вот никаких негативных вещей не должно быть в их жизни. То есть они прям должны это сразу на корню отрубать, как говорится. И люди, которые будут нас учить так называемой дружбы, то есть дружить друг с другом. Вот это как раз такие люди в этот мир пришли. Так, дальше. 2009 год. Вот здесь вот сочетание подсознания и подключки к информационному полю. Очень мощное и очень сильное. Поэтому они для окружающих могут быть абсолютно непонятными. Но эти люди, я так думаю, что они редко смотрят телевизор, насколько я вот знаю этих деток. То есть они как-то сами себе на уме, как еще это называется. Так, смотрим их. Так, сейчас, секундочку. Вот это вот как раз так называемые ангелы, которые спустились для того, чтобы нас дальше уже, то есть энергия есть, следующие пробили, а эти уже четко будут смотреть, то есть достоин ты этого мира или нет. То есть такая энергия. Очень интересная энергия тоже. Извиняюсь, что все время повторяюсь, но я всегда в восторге от этих детей. Вот, то есть, поэтому они могут быть не сумбурными сейчас, не связанными, но это еще просто вот этого раскрытия не произошло. Поэтому будьте с ними помягче немножко, то есть это так называемые непростые, то есть в этот мир пришли такие ангелы, как сказать, шиксаль, то есть, ну, не судьбы, наверное, по-другому как называется, не знаю, как называется правильно. И смотрим руны.
Да, они сейчас тоже, даже на рунах покажут, что они еще даже не раскрылись, вы даже еще полностью не понимаете. То есть, ну, вот эти наши все поколения, да, у них еще все это скрыто, но когда произойдет открытие, мы увидим их совершенно другой стороны. То есть открытие произойдет, я думаю, чуть-чуть попозже, еще пару лет надо. Еще, то есть они принесут в этот мир порядок, чистоту и порядок. То есть они будут вычищать ненужное. То есть не сами, что они кого-то там будут, а именно, знаете, вот эта энергия, она будет негатив убирать. Вот так вот. Так что 2009 это тоже довольно. Я говорю, 2000-ники очень сильные, очень хорошие ребята. Просто надо научиться их понимать. Так, мои хорошие, это у нас был просмотр именно 2000-х годов. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки. Буду рада вас видеть в следующем видео. Там уже у нас идут такие интересные дети, которые 2010, 2011 и так далее, тому подобное. Все, до встречи.